Смарт-часы, на которые у меня уже есть обзор на канале, но он был на глобальную версию. Сегодня речь пойдет о китайской версии этой модели. Смарт-часы имеют поддержку функций Bluetooth вызовов, водонепроницаемость стандарта 5 атмосфер, большое количество всевозможных тренировок, встроенную GPS-навигацию, круглосуточный мониторинг здоровья, функцию для определения фитнес-возраста, время автономной работы до 14 суток на одном заряде аккумулятора, AMOLED-экран на 1,75 дюйма с частотой обновления экрана в 60 Гц. И это только малая часть того, что можно прочесть в рекламе к смарт-часам под названием Honor Watch 4. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам, разумеется, расскажу. Распаковка. Поставляется эта модель в белой коробке из плотного картона. На упаковке есть название, изображение и краткие характеристики модели. Упаковка отличная. В комплекте мы имеем сами смарт-часы с ремешком, краткое руководство и магнитное зарядное устройство с двумя пинами. Габариты составляют 39 на 45 на 13 мм. Ремешок быстросъемный. Розыгрыши море. Читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это 5 Mi Band 8 серии. Разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео ежемесячно. Иногда раз в 2 месяца, но сразу 10. Подписывайтесь с колоколом и не забудьте написать в комментах, на что бы вы еще хотели увидеть обзор. Перейдем же к часам от Honor. Полетели. Отличия китайской глобальной версии есть. О них я расскажу далее в ролике. Но в целом, внешне это одно и то же устройство. И что касается операционной системы тоже. В глобалке попросту вырезали некоторый функционал. В продаже имеется только темно-серая и золотая расцветка, средняя часть корпуса выполнена из алюминиевого сплава, а тыльная часть из глянцевого пластика. Собраны смарт-часы хорошо, материалы тактильно приятные, ремешок выполнен из силикона. Охват запястья от 150 до 200 мм. Застежка классическая, выполнена из матового пластика. А вот крепление, как я уже говорил в обзоре, на глобалку очень неудобное, так как прикрепить стоковый ремешок трудно. Ремешок не натирает и запястье под ремешком не потеет. При носке смарт-часы практически не ощущаются, как и во время сна. Далее на корпусе расположили область для зарядки, датчики мониторинга здоровья, микрофон, динамик и одну механическую кнопку, которая отвечает за переход в меню и возврат. А зажатием можно вызвать голосового помощника Йо-Йо, но он не поддерживает русский язык. Плюс зажатием можно перейти во вкладку с перезагрузкой и выключением устройства. Переназначить команды на кнопке возможности нет. Летим дальше. Honor Watch 4 имеет AMOLED-экран на 1,75 дюйма с разрешением 450 на 390 пикселей, плотность пикселей 340 ppi и максимальная частота обновления экрана 60 Гц. Экран хороший, изображение четкое, цвета насыщенные, скроллинг плавный. Перемещаться по интерфейсу удобно, но рамки у экрана громадные. Безеля нет, экран со слегка закругленными краями. Интерфейс доступен на русском языке, за что плюс при измерении яркости. Экран выдает в среднем 800 люксов, чего достаточно для использования смарт-часов в солнечный день. Автоматическая регулировка яркости на борту, и работает она хорошо. Always On Display на борту, он работает по расписанию, стиль AODA зависит от циферблата, и в стоке на самих часах есть 10 предустановленных стилей AODA. Спящий режим максимум 20 секунд, а также есть авторежим. Функция, при которой экран не гаснет. Ее можно настроить до 20 минут. Накрытие ладонью для выключения экрана и одиночное нажатие на экран для пробуждения срабатывает корректно. При поднятии запястья экран загорается моментально, но с включенным AOD при повороте запястья загорается сам AOD, а не выбранный циферблат. В настройках из полезного можно найти блокировку смарт-часов паролем, режим не беспокоить, режим экономии заряда, настройки панели быстрого доступа и карточек, а для меню предоставили 3 стиля отображения. Далее, по свайпам с главного экрана, сверху вниз. Это панель быстрого доступа без регулировки яркости, снизу вверх уведомления, слева направо и наоборот карточки. В меню есть много предустановленных китайских приложений, которые можно скрыть через функцию управления приложениями, а из интересного мы имеем активность, погоду с подробным прогнозом, будильник, который заводится прямо со смарт-часов, секундомер и таймер с возможностью работать в фоновом режиме, компас, фонарик, поиск устройства и музыкальный плеер для регулировки и переключения треков, воспроизведенных на смартфоне. Плюс можно загрузить свою музыку на смарт-часы, так как есть выделенная внутренняя память в размере 4 гигабайт, но доступна около 2 гигабайт. Bluetooth кнопка для удаленной съемки, скорее всего, доступна только со смартфонами Honor, и то не факт. Летим дальше. Операционная система macOS версии 7. Установить сторонние приложения не получается, обновления приходят. Но значительных улучшений я лично не обнаружил от этих обновлений. Версия Bluetooth 5.2. В настройках можно подключить Bluetooth устройство, к примеру, наушники, но вот нагрудный датчик не подключается. eSIM смарт-часы поддерживают, но для нас это не актуально, так как нет поддержки русских операторов, что, к слову, и касается NFC-модуля для бесконтактной оплаты. Кто-то мог бы сказать, что можно установить MirPay, но нет. Как я уже говорил, данная операционная система не позволяет устанавливать сторонние приложения. Во всяком случае сейчас, что будет потом, неизвестно. Тренировок на борту достаточно, есть
есть отслеживание плавания, курсы для бега, шаблоны для тренировок, статус тренировок, записи, настройки для тренировок, GPS-навигация, автоматическое определение активности и не только. Время определения местоположения не быстрое, как и в глобальной версии. В городских условиях местоположение, по моим тестам, определяется около 1 минуты, не меньше. Во время тренировки можно пользоваться функцией обратный маршрут, возврат по прямой, музыкальный плеер, посмотреть восход и закат солнца и даже свернуть тренировку для фоновой работы. Пройденный маршрут можно посмотреть в приложении или в записях тренировок на смарт-часах. Маршрутами можно делиться через приложение, но у меня данная функция не работает. Ко всему, загрузить сторонние маршруты возможности я не нашел. На карте отображается только маршрут, дома и улицы и тому подобное не прогружаются. Шагомер имеет отклонение в 2-3 шага на 100 шагов. Далее Honor Watch 4 могут измерять пульс, SPO2, уровень стресса и мониторить сон. Пульс, SPO2 и уровень стресса можно измерять вручную или в автоматическом режиме, но для измерения пульса предоставили еще смарт-режим для экономии заряда аккумулятора. Стандартно можно включить напоминание или воспользоваться дыхательными тренировками. Результаты измерений довольно корректные, как и результаты мониторинга сна. Из интересного есть функция для измерения фитнес-возраста, и измерения происходят с учетом ваших тренировок. Далее Honor Watch 4 поддерживает функцию Bluetooth вызовов, с них можно звонить. Уведомления приходят моментально, иконки отображаются, но вот смайлики нет. Отвечать на уведомления возможности нет. Динамик громкий, микрофон отрабатывает хорошо, а вибромотор дешевый, но настроить силу вибрации можно. Летим дальше. Емкость аккумулятора 451 мАч. Полный цикл зарядки смарт-часов от родного зарядного устройства занял 1 час. Время автономной работы плюс-минус такое же, как и в глобалке, все зависит от сценария использования и от включенных функций. По моим тестам смарт-часы живут в среднем 4,5 дня. Далее, водонепроницаемость стандарта 5 атмосфер. За время моего использования вода на смарт-часы никак не повлияла. Я для примера их окунул в воду на 30 секунд, по итогу с ними ничего не произошло. В сауну я вместе с ними не советую ходить, как купаться в соленой воде. Данная модель может работать как с iOS, так и с Android устройствами. Приложение Honor Здоровье. Для подключения смарт-часов к приложению нужно создать чисто китайский аккаунт. Об этом я говорил в обзоре на китайскую версию Honor Watch 4 Pro. В приложении есть 4 вкладки. Основные — это вкладка со всеми результатами мониторинга здоровья, вкладка тренировок и вкладка с подключенными устройствами. На главной странице с часами мы имеем заряд аккумулятора в процентах, магазин с циферблатами, есть кликабельные циферблаты, а также есть возможность установить любое изображение на заставку. Далее в приложении можно обнаружить настройку мониторинга здоровья, вкладку, через которую можно загружать музыку, настройку уведомлений, поиск устройства, будильник, погоду, включение функций для оповещения при отключении Bluetooth, подключение eSIM и добавление банковских карт. Далее минусы: бесполезные для нас NFC-модули, поддержка eSIM, некачественный вибромотор, нельзя подключить нагрудный датчик, плохое крепление ремешка, нет возможности выбрать, что будет загораться при повороте запястья, АОТ или циферблат, долго определяется местоположение на открытой местности, нет возможности отвечать на уведомления, не отображаются смайлики. Нельзя переназначить команды на кнопки и закрытая операционная система. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Если промокоды, смотрите в моем телеграм-канале по ссылке в прикрепленном комментарии. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал. Там много всего полезного. Всем, кто посмотрел ролик, огромное спасибо. Не забудьте подписаться. И резюмирую. Умные часы Honor Watch 4 китайской версии для тех, кто проживает в РФ, по большому счету то же самое, что и глобалка, только есть заморочки при подключении смарт-часов к приложению. Я бы не стал покупать что глобалку, что китайскую версию, потому что они используют закрытую ОС. Если у вас только смартфон Honor, есть смысл брать это. И опять же, 1000 раз подумать, потому что есть те же Amazfit, Huawei, еще много всего веселого, что даст вам за меньшие деньги больше функционал. Поэтому от меня девайсу максимально скромное да, только для фанатов Honor. Огромное спасибо за просмотр, добра и удачи вам, дорогие друзья.